Ребенку 2 года можно давать йодомарин для профилактики, если да, в каких дозах? Одна таблетка 1 раз в день. Для взрослого человека 1 таблетка 2 раза в день. Чем интересен йод и для чего йод принимают? Йод является мощнейшим антиоксидантом. Мы проживаем в странах, где очень небольшое количество йода в употребляемой нами пище. Мы недополучаем йод, недополучаем обычно аскорбиновую кислоту, но сейчас вот кто ест смородину там, и то есть такие исследования, которые указывают на то, что обработка калийными удобрениями растений, обработка хранение неправильное ягод, плохая экология или экологическая обстановка может приводить к тому, что в ягодах исчезает аскорбиновая кислота. То есть можно сказать, что у многих людей появляется дефицит аскорбиновой кислоты. Вот смотрите, у человека старение начинается очень быстро. Смотришь на молодую женщину, она выглядит как старая. У людей с потенциально белым цветом кожи, у людей с тонкой кожей, у людей с быстро появляющимися морщинами, с вытонченной такой кожей, у людей, у которых появляется на щеках розацея, на ногах такие как будто синяки. Это все может быть первыми симптомами недостаточности аскорбиновой кислоты. Недостаточность аскорбиновой кислоты может приводить еще к носовым кровотечениям частым, появлению гингивитов, это подниманию десен и кровотечению десен, к появлению маточных кровотечений. Это все может говорить о том, что недостаточность аскорбиновой кислоты. Я рекомендую принимать аскорбиновую кислоту моей компании. Она находится в 2 препаратах. Это препарат витамин С 1000 мг и препарат Бактомакс. В нем находится ниацин аскорбиновой кислоты, который, кстати, является еще и мощнейшим противоаллергическим препаратом и препаратом, который убирает метеоризм и панкреатит. Ну и вернемся все-таки к йододефициту. Йододефицит обычно проявляется в том, что у человека появляется ощущение, будто он видит белое, немного белесым вокруг себя пространство. Второе. Утром ощущение, будто на лице появляется воскоподобный налет, который при смывании создает ощущение мыльной такой консистенции, мылящейся. Второе. Очень быстро жиреют или жирнеют волосы. Третье. Выпадают волосы на голове. Четвертое. Очень падает зрение. Человек старается прищуриваться. Пятое. Болят глазницы и болят сами глаза. При надавливании небольшое ощущение боли в глазах. Покашливание хроническое. Ощущение, будто есть в горле как ком или комок. Ощущение внезапных прострелов в горло, ухо, десну, в глаз, в левую сторону или в правую. Хронически заложенный нос. Усталость на протяжении дня, быстрое или реактивное вспотевание, ощущение недостаточности кислорода, ощущение жара в теле. Это все говорит о гипофункции щитовидной железы и дефиците йода. Дефицит йода. Йод является антиоксидантом. На сегодняшний день есть такие парадоксальные исследования японских ученых, которые считают, что организм в нормальном состоянии способен сам устранять переизбыток йода, и переизбыток йода не приводит к появлению заболевания гиперфункции щитовидной железы. Мы же, как врачи, раньше считали, что заболевание гиперфункции щитовидной железы является следствием переизбытка в пище йода. На сегодняшний день японские ученые
доказали, есть медицинские исследования, что переизбыток йода не приводит к появлению гиперфункции щитовидной железы, а переизбыток йода в большинстве своем еще и не приводит к отравлению йодом, потому что организм здорового человека с успехом справляется с переизбытком йода, выводя или депонируя его через печень и почки. Таким образом, само заболевание гиперфункции щитовидной железы сейчас относят более к неврологическому заболеванию, чем к эндокринологическому.